Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Чонгук, отомри. Девятое место. Простите, но я не мог это не показать. Прямо сейчас на моем канале на Бусти вышла новая статья на тему «Не та». Слухи о тайной девушке Чонгука и реакция Вигу. Правда или ложь? Полный разбор ситуации. Чтобы прочитать эту статью, а также многие другие, которые там уже были опубликованы, вам необходимо подписаться на мой канал в Бусти. Ссылка на мой канал, на Бусти и канал в Телеграм будет в описании этого видео, а также в комментариях. Восьмое место. Совпадение или нет? Никогда не было, и вот опять. Тэйкук продолжают радовать парными кольцами Cartier Trinity. Складывается ощущение, что это самые любимые кольца нашей драгоценной пары, и таскают они их по очереди. Седьмое место. Умираю, какие они были счастливые и как кайфовали друг от друга. Шестое место. Поведение пары. В чем счастье? Истинное счастье в том, когда тебе есть с кем разделить свои самые красивые моменты. То, как они смотрят друг на друга. Пятое место. Они просто в своем мирке. Четвертое место. У них всегда есть маленькие тайны, известные лишь им двоим. Третье место. Новости. Тэхён в Инстаграм. Я начну свой путь из Палеттауна.
Палет Таун, родной город Эша из покемонов. Тэхён решил немного отдохнуть от плотного графика и посетил тематический парк Покепарк Канта. Судя по новым кадрам, он отлично провел время в компании покемонов. Покепарк Канта открылся совсем недавно, 5 февраля 2026 года, на территории парка развлечений Эмиариленд, на границе Токио и префектуры Канагава. Главные особенности локации – Покемон Форест. Здесь среди живых деревьев и кустов спрятано более 600 фигурок покемонов в натуральную величину. Концепция в том, чтобы посетители чувствовали себя настоящими исследователями, выслеживающими покемонов в их естественной среде. Седж-таун – городская часть парка. Это центр развлечений с магазинами, аттракционами и кафе. Шоу Пика-Пика Спаркс – интерактивное музыкальное шоу с диджей Пикачу, где используются современные световые эффекты и проекции. Так и живем с постоянным сердечным приступом. Еще немного о покемонах и любви Тэхёна к ним. На задней панели телефона из последней публикации в Instagram Тэхёна наклейка с изображением Эйпома, покемона нормального типа из Ай-Яй поколения. Эйпом – обезьяноподобный покемон с трехпалой рукой на конце хвоста. Во время одного из лайвов Тэхён упомянул: «Я немного похож на Чимчара, покемона огненного типа из ИВ поколения». На что Чангук ответил: «Эй, ты милый». Из этого можно сделать вывод, что Чангук никогда не упустит возможности назвать Тэхёна милым. Также, когда в Корее вышла игра Pokemon Go, и Намджун активно в ней собирал покемонов. Поймав Эйпома именно в честь Тэхёна, он назвал этого героя. Последнее изображение – скрин из игры Намджуна. Этот покемон, по словам лидера, отображает игривый характер Тэхёна. Это выражение лица, когда он сказал, что может сжать от груди больше, чем кто-либо в группе. Ему есть чем гордиться. Твиттер Rolling Stone. Rolling Stone представил 6-ю сольную обложку майского выпуска журнала с Ким Тэхёном. В эксклюзивном интервью Тэхён делится мыслями о будущей сольной работе, о том, каково быть самым сильным участником, и о том, как управлять эго группы. Тэхён рассказывает Rolling Stone, какой была обязательная военная служба, и как он пытался забыть о том, что он Ви из BTS, и вместо этого сосредоточиться на том, чтобы жить своей жизнью, как Ким Тэхён. Звезда говорит, что он использовал это как возможность перезагрузить свое тело и разум. «Я знал, что мое время в армии будет довольно длинным, поэтому я очень хорошо подумал о том, как хорошо провести его и не тратить его впустую. Прежде всего, я учитывал свои ценности и свое здоровье», — говорит Ви. «Я пытался организовать и много думать о своем внутреннем мире, оглядываясь на себя и размышляя о том, каким человеком я в конечном итоге хочу стать. Так что в течение этого 1,5 года я много тренировался. Много читал, слушал много музыки. И я думаю, что это дало мне возможность восстановить свое тело и разум». Тэхён говорит, что жанр песен в альбоме «Арирэнг» — это именно то направление и стиль, в которых он хотел бы поработать когда-нибудь в будущем над своим следующим сольным альбомом. Он сказал: «В этом альбоме нет ни одной песни, которая не соответствовала бы моему стилю. Каждая песня в моем стиле, и это тот вид музыки, который я хотел создавать. Я думаю, это был еще один цвет, который я хотел исследовать в плане жанра, поэтому я вложил в этот альбом все свое сердце
и приложил все усилия для его создания. Думаю, мой подход к актерству такой же, как и к музыке. Смысл в том, чтобы пробовать разные роли, которые невозможно пережить в реальной жизни. Также и с музыкой я не хочу ограничивать себя одним жанром. Я хочу попробовать все, что люблю. И если однажды появится возможность, я хотел бы сыграть много разных ролей, которые давно хотел попробовать. Тэхён всегда был осторожен со своей сольной музыкой. Учитывая, что звезда выпустила множество песен, которые так и не увидели свет, Ви рассказывает о том, каково было выпускать лейоува и экспериментировать с широким спектром жанров. Слово лейоува может означать промежуточную остановку между пунктами назначения, но для меня оно выражает мысль о том, что моя жизнь – это не прямой путь, говорит Ви. Я хочу сказать, я могу создавать такую музыку, но мне также нравятся многие другие стили. Я люблю джаз, классическую музыку и даже больше альтернативной музыки, поэтому я хотел поделиться этим с Арми и нашими слушателями. От их взглядов друг на друга умереть можно. Instagram Compose Coffee. Режиссерская версия. Той ночью наш декаф. Вам не было любопытно, что осталось за кадром той ночи и не попало в рекламу? Вместе с Ви мы запечатлели саму текстуру момента, где даже воздух, кажется, замирает. Именно так создавалась та самая ночь, которую мы все так полюбили. Чангук, мы уже скучаем. У Тэхёна спросили, в группе из 7 участников есть ограниченное пространство для звука. Влияет ли когда-нибудь эго? Например, я хочу быть более заметным в этой песне, или эта песня, где у меня больше партий, не попала в альбом. Как человек, ты вообще сталкиваешься с таким? Тэхён ответил, думаю, меня больше волновало, смогу ли я хорошо справиться. Потому что, как бы сильно мне не нравилась музыка, одно дело просто слушать ее, и совсем другое исполнять самому. Поэтому, даже если мне что-то очень нравится, мне приходится очень-очень стараться, чтобы интерпретировать это и переосмыслить так, чтобы это подходило именно мне как исполнителю. Но если у меня становится меньше партий или моя роль в песне менее центральная, я не чувствую себя из-за этого плохо. Потому что эту часть возьмет на себя другой участник. Скорее я наоборот чувствую облегчение. Единственное, если у нас 7 не получается собраться в одной песне, тогда мы просто отказываемся от нее. Вопрос. Ты сказал, что после службы в армии ты восстановил и привел в порядок свой разум и тело. Что это значило для тебя? Ответ. Мне кажется, время в армии тянулось для меня довольно долго. Я постоянно думал о том, как не потратить это время впустую, оценить его и использовать с пользой. Будь то мои ценности, физическое состояние, спорт или чтение, я много над чем работал. Я разложил все это по полочкам, оглянулся на себя и провел время, переосмысливая вопрос, каким человеком я в итоге хочу стать. Поэтому за эти 1,5 года я очень усердно тренировался, много читал и слушал много музыки. Думаю, это стало для меня возможностью вновь обрести гармонию тела и души. Вопрос. Какую книгу из прочитанных ты считаешь самой важной? Ответ. Я спрашивал друзей, я хочу почитать, что посоветуете?
Они с энтузиазмом рекомендовали книги Ханган и Кейго Хигасина, так что в то время я в основном читал их. Еще была книга под названием «11 шагов», она ближе к философии. Но какую бы книгу я ни читал, я ловил себя на том, что проецирую текст на себя, например, представляю себя персонажем романа. В те моменты я был полностью погружен в свои фантазии. Помогло ли мне это на самом деле? Честно говоря, я и сам не уверен. Вопрос: каково это — снова возвращаться в составе группы? Ответ: прежде всего, на то, чтобы мы 7 снова собрались вместе для работы над альбомом и подготовки к камбэку, ушло около 5 лет. Поскольку многие материалы еще не опубликованы, я пока не до конца осознал происходящее, скорее чувствую легкое волнение и нервозность. Вопрос: что ты чувствовал в 2022 году, когда группа объявила о перерыве в командной деятельности и наступили очевидные перемены? Ведь это был единственный образ жизни, который ты знал долгое время. Ответ: во-первых, пока мы были в армии, мы в любом случае находились в ситуации, когда не могли выступать, даже если очень хотелось. Поэтому у меня действительно появилось сильное рвение. Хочу поскорее на сцену, хочу поскорее выпустить альбом, хочу поскорее петь и танцевать. Но в то же время это был призыв страны, поэтому в сложившихся обстоятельствах нужно было выкладываться на все 100. Ради этого я приложил много усилий, чтобы на время забыть о жизни виз BTS и жить просто как обычный человек Ким Тэ-хён, стараясь добросовестно выполнять свой долг. Также уверенно шагаем в сегодняшний день, в мир, полный света и возможностей. Это привычка. Ну какие же они игривые щеночки. Ким Тэ-хён имеет новое прозвище, данное корейскими фанатами, что означает «танцевальный торговый автомат». Это прозвище происходит из-за невероятной памяти Тэ-хёна на хореографию. Он мог сразу же включаться в старые постановки BTS, как только начиналась музыка. На концертах мирового тура Arirang Тэ-хён снова показал эту свою фантастическую способность. Когда внезапно заиграли случайные песни более чем 10-летней давности, такие как I Need You, Run, Save Me, Dope и For You, Тэ-хён без усилий идеально исполнил каждую хореографию. Во время репетиций, когда BTS после долгого перерыва отрабатывали хореографию для фан-митинга, даже хореограф Сон Сон Док то и дело поглядывал на Тэ-хёна, чтобы следовать за ним. Участники неоднократно выбирали Тэ-хёна как члена группы с самой быстрой и лучшей памятью на хореографию. Прозвище «танцевальный торговый автомат» Тэ-хён идеально передает идею. Нажав кнопку на автомате, можно назвать любую песню, и он мгновенно выдаст хореографию на месте. Он действительно выглядит как муви-стар. Rolling Stone представил 7-ю сольную обложку майского выпуска журнала с Чон Чангуком. В интервью Чангук рассказывает о создании своих сольных хитов,
работе над Ариренг, личной авторской песне, критике от армии и не только. Вопрос: что тебе нужно для того, чтобы почувствовать себя поп-звездой? Ответ: на самом деле, я точно знаю, что мне нужно. Мне нужно подтянуть английский, хотя бы до такого уровня, чтобы я мог свободно выступать с речью или просто болтать. Даже представлять не хочу, в какой ситуации Тэхён использует этот навык. Мужчины тоже в восторге. Тэхён покорил Японию, став самым упоминаемым артистом в соцсетях. Тэхён покорил японский архипелаг и произвел фурор. BTS провели концерт World Tour Arirang в Tokyo Dome City в течение 2 дней. Это был их первый концерт примерно за 7 лет. Ви, чья отличительная черта – сцена, наполнил зал взрывным вокалом и энергичными танцевальными движениями, ни на секунду не показав усталости. Вместо того, чтобы просто воспроизводить записанные треки, Ви варьировал свой стиль пения и добавлял импровизации, чтобы соответствовать настроению каждого выступления, демонстрируя свои яркие навыки живого исполнения и даря свежее ощущение развлечения, придавая одним и тем же песням разное звучание. Верный своей репутации гениального исполнителя, его танцевальные движения, отличающиеся динамичным контролем и безупречным исполнением, а также разнообразные жесты и выражения лица в мимолетные моменты завораживали зрителей, позволяя поклонникам воочию увидеть возвращение бога сцены. По данным аналитической платформы TalkVolca, Ви занял первое место по количеству упоминаний на протяжении всего японского концерта и подтвердил свою популярность самым высоким объемом поисковых запросов в Google Trends. Будучи образцом для подражания для мужчин, Ви также привел в восторг своих поклонников в Японии. На концертной площадке внимание привлекли фанаты-мужчины, копирующие сценические костюмы и прически Ви, что вызвало восторженную реакцию фанатов. Кроме того, на камеру попал фанат, держащий лозунг в честь собаки Ви, Йентона, что тронуло сердца поклонников. Ви подготовил речь, оптимизированную для Японии, где проходил концерт, и она была трогательной и невероятно радостной. В заключительной речи он сказал: «Я очень хотел встретиться с японскими фанатами, и энергия, которую вы мне сегодня послали, действительно придала мне сил». Затем он выразил свою радость от встречи с японскими фанатами впервые за 7 лет, позаимствовав название песни японской группы Milk. «Я схожу с ума, потому что вы мне так нравитесь». Кроме того, он усилил атмосферу концерта, заранее изучив японские мемы и неологизмы и включив их в ситуационные сценки. Не менее захватывающей, чем атмосфера внутри токийского купола, была непрерывная трансляция рекламы в поддержку Ви на 4 больших светодиодных экранах, окружающих площадку, что привлекло огромную толпу фанатов, пришедших посмотреть. Самый красивый человек – влюбленный. Вопрос. Конечно, фанаты в восторге от твоего сольного творчества. Но если и встречается критика, то фанаты говорят, что им хотелось бы, чтобы ты больше писал сам. И что альбом получился очень западным, в хорошем или плохом смысле. Слышал ли ты об этом и что думаешь по этому поводу? Ответ. На тот момент это был просто мой личный выбор. Я мог бы больше писать для следующего альбома, если это то, чего хотят фанаты. Но тогда мне хотелось другого. Я хотел найти классные песни и выпустить альбом как можно скорее. В этом вся причина. Кроме того, я думаю, что круг историй, которые я могу рассказать, довольно ограничен. Я как-то говорил в интервью, что предпочел бы выдумывать истории для песен, но у меня буква «С», сенсорик, в профиле МТ, так что, боже, это было трудно. Поэтому в будущем,
когда у меня накопится много дел и мыслей, которыми захочется поделиться, я думаю, это произойдет само собой. Вопрос. Намджун сказал, что у участников сейчас разные образы жизни и разные личные границы. Можете немного подробнее рассказать об этом? Что это значит? Ответ. Все участники имеют очень разное происхождение, и даже с тех пор, как мы познакомились, каждый движется в своем темпе, в своем собственном ритме. Кроме того, нам нравятся разные музыкальные жанры и разные блюда. Нас 7. Так много, но мы работаем вместе, поем вместе и выступаем вместе. И, конечно, когда мы сотрудничаем, мы тоже разные, наверное, поэтому он так и сказал. Вопрос. Это очевидный вопрос. Но когда ты вернулся в группу, это довольно интересный момент, ведь ты самый младший, и они всегда будут воспринимать тебя так, но при этом ты еще и успешный сольный артист. Как это повлияло на твой подход к новому альбому и, возможно, на то, как другие участники вели себя с тобой? Ответ. Я очень беззаботный и открытый человек, и в повседневной жизни я не особо забиваю себе голову раздумьями, если только в этом нет крайней необходимости. Поэтому, когда дело касается рабочего процесса или выбора песен, я, конечно, самовыражаюсь, высказываюсь и делюсь своим мнением, но я не парюсь из-за этого. Скорее, не знаю, как остальные, кажется, некоторые из участников довольно сильно стрессовали, но мне просто было весело. Я наслаждался процессом. Я делал то, что хотел. Вопрос, кажется, на этом новом альбоме ты действительно вырос как автор песен. Были ли моменты, когда ты ловил себя на мысли: «Мне очень нравится то, что я привнес сюда как автор»? Ответ. Конечно, я чувствовал себя отлично. Не знаю, назвал бы я это гордостью, но ощущения были классные. Прошло уже много времени с того момента, как мы выбирали песни и все прочее, но есть одна мысль, которая до сих пор не дает мне покоя. Почему я не сделал чуть больше? 2 месяца. Это ведь большой срок, неужели я не мог постараться сильнее? У меня много сожалений по этому поводу. Вопрос. Был ли какой-то особенный момент, когда песня сложилась воедино, и ты это прочувствовал? Ответ. Я много работал над песней под названием «Хулиган». И сама эта песня не знаю, когда я впервые услышал трек, флоу, ритм вокала пришел мне в голову мгновенно. Я просто сразу это придумал и принялся за работу. Сам трек такой уникальный, возможно, мне просто повезло, но Хитман Бан Шихёк и остальные участники посчитали, что звучит очень свежо, и всем очень понравилось. Это было потрясающее чувство. Я не знал, попадет ли песня в альбом, но ее выбрали, и это было круто. Вопрос. Ты в BTS с самого юного возраста, и твоими единственными настоящими перерывами от жизни айдола были разве что небольшое затишье во время пандемии и служба в армии как то, что ты рос в таких условиях по сути. Повлияло на твое самоощущение? Ответ. Мое самоощущение? Я все еще нахожусь в процессе его формирования, но даже после пандемии Dynamite вышла после пандемии. Нет, тогда вышло Он и Dynamite. Dynamite была до или после? Не помню в любом случае. Мы и тогда продолжали работать. Во время пандемии мы были довольно заняты, чертовски заняты. Так что единственным временем, когда я был полностью вдали от музыки, стала служба в армии. И в это время тогда я не столько пытался разобраться в своем «я», потому что, думаю, оно постоянно меняется, сколько отчетливо ощущал. Я безумно хочу выступать, я хочу петь. Жду не дождусь, когда все это закончится. Хочу выбраться отсюда и танцевать. Это все, о чем я думал. Второе место. Это так интимно. Я в восторге от Тэхёна. С какой любовью в глазах он смотрит на Чангука. С очень близко спящими. Первое место. Когда вроде как ошибся, но не совсем. I miss Jungkook kissing me.
I want JK. I want JK. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.